Ты хочешь обсудить какую-нибудь музыку недавнюю? Ну, я вчера вот Muse тебе скидывала, и что-то я про них особо не помню. Я помню, что они великие, потрясающие, классные, и все на этом. Это все, что я послушала. Пробовала, ну, каждый день я стараюсь, смотреть на "Ютубе", в рекомендации заходить. В итоге уже лучше работают алгоритмы, либо я уже, сонастроилась на примерно плюс-минус одинаковую музыку, поэтому он немножечко угадывает, потому что когда у меня разные настроения, мне сложно выбирать из предложенного. А пока что, в принципе, хорошо угадывает. Новички, старички всяких подкидывают, но я пока не в восторге, если честно. Ощущение застоя. Ощущение, что я это где-то слышала. И поэтому я бы, в принципе, хотела бы обсудить твою предложенную тему про то, как там, может быть, то, что мы раньше слышали, или в зависимости от нашего характера, влияет на выбор музыки. Что музыка и любое другое искусство, то, что к чему мы тянемся, это сугубо наш личный вкус. Есть что-то внутри, которое тебя направляет. И слышишь какие-нибудь звуки, вот они тебя цепляют, и ничего ты с этим поделать не можешь. Вот все. Например, я с первых нот уже могу понять, понравится мне песня или нет. Особенно ритмическая. Мне очень нравится ритмичная музыка. Если цепляет, то я слушаю до конца. Да, безусловно, разочарования могут быть в процессе, но в целом первые вот эти нотки, они либо торкают, либо не торкают. И поэтому мне немножко понравилась твоя тема из предложенного. Это то, что мы ищем в музыке, наверное, из старого, возможно. Не знаю, тянется ли это из детства. Это было бы интересно порассуждать, подумать над этим. Может быть, это приобретенное, кстати, не исключаю, потому что в процессе проживания этой жизни вкусы у меня меняются, и, например, более тяжелая музыка для меня стала доступна и понятна совсем недавно. В то же самое время какая-то грустная музыка с осмысленным текстом тоже. Вот пока ты не пережил определенные моменты, слова просто мимо ушей проходят. А если ты пережил, то даже самые простые мелодии, они прям так тебя цепляют, ты погружаешься в это состояние, проживаешь его и чувствуешь себя гораздо легче. Ну, вот я вот в эту сторону, если что. Но ты можешь другую предложить. Да нет, сейчас ты начала, хорошо было. Возможно, нужно было сказать кому-нибудь здравствуйте, но в принципе можно без здравствуйте обойти. Окружение, естественно, влияет. И вот тут у меня папа очень любил слушать музыку. У нас дома была куча кассет. Я у него брала плеер. И такая, да, то есть у нас были кассеты, и Металлики там была, и Ария, и Чечерина, все, что можно было достать в то время. Естественно, больше можно было достать русского рока. Но у нас были, помню, коллекция кассет. Кассеты там были черные обложки, на них красненьким писались AC/DC, Металлика, Pink Floyd, вот такое все. И я у папы брала в детстве. И вот я любила YouTube, вот это вот. Я прям обожала, и слушала до дыр. Папа говорит, что я засыпала вместе с этим, но я не помню этого. Но я помню, что мне нравилось вот это. И я думаю, что то, что нас окружает, оно все равно на нас влияет. Хотя у меня мама слушала попсу, но так как э, папа больше любил музыки, чем мама. Мама просто говорила, что эти твои бородатые мужики опять поют у тебя в наушниках, я все слышу. Мне это мешает спать. То Вот. есть ее немножко напрягало, да, то, что ты их слушаешь? Нет, папу, он же очень Именно любил. папу? И он начал слушать на ночь. У него были наушники, плеер, все такое. У нас же, знаешь, какой был? Потом папа нам купил с сестрой такой, Который с там, дисками значит, такой большой? нет, там был, значит, плеер кассетный, но там было еще, можно О. было наушники включать, а можно было включать, так можно было динамик делать. То есть там был такой динамик на плеере и наушники к нему. Вот. Мгм. Такие истории. А у тебя в детстве?
Связанное с плеером, с музыкой? Вообще, Скорее родители. всего, родители преимущественно слушали, скорее всего, попсу. Папа, я не знаю, что он слушал, в силу того, что он у меня часто по командировкам ездил. Чаще, когда он приезжал, у меня больше ассоциируется папа с играми, потому что мы с ним чаще играли в игры. Вот если ассоциировать с музыкой, то, наверное, больше с мамой. Она всегда включала телевизор. По телевизору с детства я всегда помню эти видеоклипы, поэтому видеоклипы я сейчас до сих пор люблю смотреть и воспринимать вместе с музыкой. И еще она меня всегда брала на дни рождения, на какие-то праздники, на теплоходы мы ездили. Там всегда есть дискотека, и, соответственно, топ-хиты, я всегда слышала их. Так что, в принципе, попса преимущественно, танцевальная какая-нибудь такая движушная тема. Ну и до сих пор я, собственно, ее слушаю. В дальнейшем, правда, немного классики добавить в мой плейлист, потому что я пошла в музыкальную школу учиться. А мама подумала, зачем тебе сидеть дома, займись чем-нибудь интересным, заодно и будешь развиваться, с людьми другими общаться. В общем, И иди-ка в музыкальную престижно. школу. Да. Хоть я и играла на фортепиано, но я довольно быстро его забыла. Вот уроки именно классической музыки, мне больше всего хор нравился. И мне нравилось слушать, классическую музыку. И до сих пор я стараюсь, утром, когда просыпаюсь, включать там радио, например, "Орфей" или там плейлисты на "Ютубе" ищу именно вот классической музыки, потому что там без слов и помогает мозгу начать работать. Такая, как вот у тебя музыка, скорее я начала в подростковом возрасте ее немного слушать. В том числе благодаря тебе. Я помню, как я у тебя попросила диски с музыкой. Был забавный пункт, такой моментик. Не знаю, рассказывала я тебе или нет. Там был нойз, по-моему. По-моему, Был там был нойз, нойз. да, да, да. Да-да, и там была какая-то песня с неприличными словами, по-моему, да? Да, и моя мама нашла этот диск, такая потом: диск с музыкой, включу-ка я". Потом я когда пришла домой, она спрашивает: "Доча, откуда у тебя этот диск?" Я говорю: "Ну, мне дали послушать музыку". "А что не так?" "Да да не, всё нормально, просто слова там есть такие интересные". Ну, Кстати, в общем, кстати. да, обмен со сверстниками — это, был гораздо более интересный. Там У целый мир меня открылся музыки. 15 лет, открылся новый мир, всё, новая жизнь. Конечно, конечно. У меня еще Хотя по такой был телевизору мир. я тоже тогда альтернативу, помню, крутили. И вот Это это было рэпчик, прям всё вообще, это остальное. было самое Причем популярное, модно. самое. Да-да-да. Это модно Да-да-да. было вот это вот всё. Рэп был моден, и в моде еще был рок. То есть, но рок — это типа, Я помню, немножко противостояние отщепенство. было модное. Самое модное — это ты против этих или против этих. Всё. Тогда еще ведь субкультуры были популярны. Ну, маркетинговые уловки, они такие, да. Я еще хотела тоже Да. обсудить. Я тоже ходила на хор в школе. Ну, и вот в школе мне классическая музыка мне очень нравилась, потому что у нас был преподаватель. Возможно, это тоже влияет. Она нам говорила про классическую музыку и рассказывала, как эта музыка развивается. То есть сейчас вступят литавры, а потом пойдет фортепиано, а потом пойдет это, а потом пойдет то. Вы видите, Мгм. как они угрожающе звучат. Ну вот и у меня в голове вот эти вот фантазийные штуки, они между собой разговаривали. То есть инструмент разговаривает с инструментом, рассказывает историю. Вау, вот это вау просто! И мне нравилась классическая музыка на самом деле. Мне она не казалась скучной. Возможно, потому что наша преподавательница подходила к этому делу осторожно. То есть она не включала нам сразу оркестры, концерты на час. Она нам включала, значит, опус 3 минуты, да. И мы такие: 3 минуты, звучит ничего себе, прекрасно. Вот. Когда я стала старше, мне очень нравилась вот эта музыка и в старших классах. Я вот ходила на хор. На хоре у меня появились вот эти привычки, которые, наверное, от которых ты никогда в жизни уже не избавишься. Когда ты поешь, оно к тебе прицепляется и не отцепляется потом. Чувствовать диафрагму? Ой, нет, это там еще вот эти Подстраиваться под приколы других были. людей? Когда ты поешь, открытый звук, закрытый звук, да, вот это, Ой, например, то, да, что это обязательно, обязательно, да. вот это вот
О, и ты: не жмитесь, не сдавливайте звук в своем И когда ты слушаешь какую-то музыку, иногда у тебя в голове включается вот эта штука. Хотя каждый может петь как хочет, да, на его взгляд. Зато Э, эмоционально, как сейчас принято. ну, с одной стороны, да, с другой стороны, когда ты много всего наслушиваешься, ты смотришь на это с другой стороны. Хорошо, что я не получила полностью профессиональное образование. Возможно, у меня бы в голове был вот этот вот сдвиг. Хотя у меня сестра закончила, господи, дирижер хора она. У них же есть вот эти диктанты. Тебе включают музыку, и ты Ну, это пишешь. да. И ты пишешь, что это за произведение, откуда это, Ой, я помню, на танцах в была такая каком там мажоре, в миноре и так далее. Давай вернемся к веселой теме, к школьной. Так мы о ней говорим. Веселая школьная тема про альтернативную музыку. У нас преподавательница пыталась интегрировать это. То есть мы приносили ей свою музыку, То есть она у вас она слушала. воспринимала другие версии. Она, ну, конечно. Это Э, здорово, это здорово. То есть она, помню, перекладывала нам «Король и Шут», чтобы мы пели в школе на уроке музыки. Я не знаю, Мы на это уроке очень музыки странно. ДДТ пели. Кого? Осень, ДДТ. Нет, у нее Что еще такое были осень? ученики, которые создали свою рок-группу, и вот мы учили песни у этих ребят. Вау! 2 или 3 песни были, вот. Такая тема была. Я любила ходить на музыку, и мне нравилось это все, прикольно было. Вот. А вот у вас как Согласна, у у вас? меня тоже отличные воспоминания с этого времени. И до сих пор друзья есть, с которыми я общаюсь именно с того промежутка. С того промежутка с хора, с музыки? Да, да. Почему-то вот именно с обычной школы, да, у меня остались, но они перешли больше к знакомым, скажем так. А друзья, это вот с того времени, с музыкального. Ну нет, мы с тобой, между Все-таки прочим, музыка как-то объединяет, знаешь, да-да, нас объединил сильнее, кей-поп. чем школа. Ну, Нас школа объединил тоже нас кей-поп. объединила. А еще мы с тобой комикс рисовали про нашего директора. Но в уроке У меня, кстати, не географии, на математике, да, мы с тобой? На математике. мы с тобой на математике и еще на истории и обществознании. У меня там остались бумажки, надо поискать. Наши с тобой. И на русском языке, Господи. да, мы, по-моему, с литературой пересекались. Ну, еще плюс еще физкультура, наверное. Математика нас объединила. Базовая математика была самым легким предметом вообще для меня. Мгм. Я не помню, чтобы у нас было в школе музыкальные группы, вот именно в обычной школе. Я такого не припомню из своих сверстников. Во всяком случае, я этого, возможно, не знаю. Что касается музыкальной школы, то одна девочка, которая со мной, или, возможно, две, которые со мной учились, они в последующем уже шли профессионально обучаться дальше и становиться певицами. Где они сейчас, что с ними, не слежу, не знаю. Они вот как раз могли на слух подобрать песню, сыграть ее. Пели они тоже очень даже хорошо. Надеюсь, у них все сложилось, потому что самое главное, мне кажется, для артиста это не сколько там имидж и как хорошо он поет, а хорошие песни, подходящие ему для исполнения. Ну и желательно актуальные современному миру. Вообще, класс вообще. Наушники ты всегда используешь? Просыпаешься, слушаешь музыку, засыпаешь, слушаешь музыку, как в детстве? Вот я Это постоянно в наушниках, было. я это заметила. Ну, потому что ты живешь в большом городе. Ну, я тоже живу в большом городе, но 1 и 13 миллионов — это большая разница. Статистика жителя на квадратный метр разная. Да, хочется хотя бы маленькое пространство для себя. Я могу сказать, что в подростковом возрасте я очень часто слушаю. Музыка была со мной, потому что когда у меня умер папа, музыка — это то, что мне помогало. Я чувствовала себя комфортно, когда у меня что-то в голове играло. Возможно, поэтому я еще больше стала слушать всякой такой музыки мрачной. Зато я легче переживала. Я не тот человек, который буду слушать веселую музыку, и все сразу наладится. Нет, мне надо все это пережить. Я это все пережила и иду дальше. То есть это как бы проблема, которую надо решить. Я думаю, что музыка с этим помогает. А какой был вопрос? Постоянно ли ты в наушниках? Ну, я так поняла, что с подросткового возраста и со школы, да. Зависит еще от настроения. Иногда бывает, что я не хочу музыки, ничего такого, и я ее не слушаю. Мгм, Но, мгм. например,
когда я еду на работу, я такая сажусь в автобус, у нас очень красивый пейзаж, я такая проезжаю, а в наушниках у меня играет музыка, и я такая: героиня фильма. Ну, так бывает такое настроение. А иногда такой встаешь и такой: мне нужно что-нибудь помощнее. Включаешь Металлику. 91 год, 95, вот это старье. Хочу классику. Такой: не приемлю ничего нового. А потом ты такой Классику открываешь, определенной выдержки. лет 30, чтобы, пожалуйста. Я помню, кстати, у тебя были предубеждения в музыке? И какие у тебя сейчас есть? Можешь привести пример, чтобы я поняла, У куда меня была вести? проблема. Мгм. Меня воспитывали как девочку. Папа хотел, чтобы Что я была как девочка должна девочка. вести себя так-то? Нет, то есть, а, рокерская музыка — это для вообще отбитых головорезов, которые пьют, курят, матерятся. Вообще, короче, все ужасно. Но мне очень Рок нравилась именно эта того музыка. времени, когда мы с тобой росли, да? Потому что он же тоже Вот этот разные нулевой периоды был. этот нулевой год, Нулевых, ну да, когда он тогда жестковатый был достаточно, да, потому что когда я послушаю 80-х, это вообще на лайте. как это началась сепарация от родителей. Видимо, момент, когда началась, я такая у меня был внутренний конфликт, что это музыка, которую слушать плохо. Но она мне очень нравилась, и мне не нравилась другая музыка. И главное, То чтобы есть, никто не знал, что ты ее слушаешь. нет, прикол в том, что папа брал у меня пластинки с панк-группами. Потому что О, вы он уже говорил, обмениваетесь в то есть обратную сторону. Мгм. папа у меня брал, конечно, музыку, но он такой: "Ну, конечно, лучше бы тебе слушать какую-нибудь попсу. Тебе легче будет в жизни". И я понимаю, у него были добрые намерения в его представлении. Ну, М. что девочке лучше, как девочке, в обществе будет ужиться. И ему казалось, что если я буду в безопасности, как бы паттерн поведения у меня будет такой определённый, то, Мгм. значит, легче мне будет. Но я такая: у меня, значит, есть классическая музыка, обожала Моцарта, и вот, пожалуйста, все альбомы Металлики. Вот такой у меня был По-моему, набор. отличное сочетание, мне нравится. Металлика вообще очень классная. А можно, да, скинуть, переслушать. А вообще, когда я в подростковом возрасте, вот как раз я начала обмениваться музыкой, с одногруппниками, и с новыми людьми, поскольку они слушали уже с детства некоторые альбомы, они знали о группе больше, а я только-только начинала входить в этот круг. Чтобы как-то понять, о чем речь идет, я всегда, скачивала либо находила, либо просила у них альбомы от начала, когда группа зародилась, и до момента, когда я начала слушать их, да, до последнего альбома, вышедшего на тот момент. И я заметила, что на первом альбоме все делают плюс-минус похоже на то, что они слушали до этого. А вот где-то со второго, с третьего уже проскальзывает явный стиль, который непосредственно эту группу потом, делает великой, да, и популярной на весь мир. И очень было интересно прослеживать. Я помню, как я знакомилась с некоторыми группами, и вот ты про это говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот этот переломный момент, все равно мы непроизвольно впитываем вот это все, что вокруг нас, на чем мы жили, воплощаем. Даже в рисовании такая же ерунда. То есть когда ты рисуешь, ты берешь, ты, можешь неосознанно повторять то, чему тебя научили, или твоих любимых Действительно, художников. это правда. Стиль поначалу, это комбинация того, что на что ты смотрел, на что ты ориентировался, это правда. А потом ты всеми способами пытаешься от него отойти и найти свой. Да, да-да-да. Ничего не берется из ниоткуда. Закон, алхимии, пожалуйста, запомните. В "Стальном За алхимике" всё расписано. Равноценный обмен. Значит, принцип равноценного обмена. Ничего не берется из ничего. Что-то за что-то нужно отдать. Тут, я думаю, подобная схема работает. Сначала ты делаешь то, из чего ты есть. То есть то, чем ты напитался. Ты это перерабатываешь. Я так это вижу. Может быть, кто-то Мгм. видит по-другому. И ты перерабатываешь то, что ты сделал вообще. Это твоя школа, твой выпускной. И потом ты уже начинаешь что-то другое. Это вот я вспоминаю вот эти альбомы Linkin Park, я помню. Ругань от фанатов. Всё не Что они так, скатили. да, они изменили Да-да-да-да-да-да-да. себе. Всё вообще, вот и не попса, все у всех скатали, и, хайпуют, ну, и всё такое прочее.
Вот. Это так И странно получается слышать на самом деле, хотя, если посмотреть, то стилистика от первого до последнего, она все равно прослеживается одинаковая. Ну, понятно, всё руку кто равно есть приложил. какие-то паттерны определённые, когда ты понимаешь, это Linkin Park. То есть есть Да, какие-то да-да. привычки, которые они любят, с которыми они срослись. Они могут даже это уже не замечать, автоматически их делать. То есть Даже потому что Шинода, всем когда он начал вести свой YouTube-канал, по-моему, в пандемию, если не ошибаюсь, лично писать в прямом эфире треки, то у него все равно вот прослеживается его стиль. Но это здорово, по-моему. Иногда этот почерк нужен. Ой, ты, кстати, про старые новые альбомы Шиноды вообще, я такая прям вообще мне очень понравились. Очень Мне здорово, тоже. когда группа меняется, идет дальше. Некоторые группы остаются на месте. То есть есть Как думаешь, это группы плохо или хорошо? Вот когда делают одно и то же по зависит от накатанной цели. дорожке. От Зависит от цели? цели. Да, то есть у этого всегда будет слушатель, если они хотят заработать денег, людям это нравится, сами музыканты это их устраивает. Есть люди, которым нужно всегда одно и то же. Для них это тихая гавань. Почему нет? Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Слушаешь новую песню Баскова и такой: "Ничего не изменилось, слава богу, хоть что-то в этом мире постоянно". Что-то такое, понимаешь? Или, например, люди в Да, я возрасте. понимаю. Людям в возрасте уже с некоторым сложно совсем смириться, и они слушают вообще вот включают музыку там 60-х, 70-х, когда они выросли. Это капсула времени, в того времени запечатана, и для них это то, что они знают, с чем они привыкли. Я сама Также люблю мог теперь периодически в эту капсулу погружаться. вот, Это такие классные ощущения, когда такая вспомнила ну трек определенный, а потом в рекомендациях же того же времени начинают подкидывать тебе. Пошла по одному, по второму, по третьему, 10 уже слушаешь, 20 и так хорошо на душе. Вечер, допустим, 80-х прошел успешно. да, и я думаю, что некоторые музыканты не хотят дальше идти. То есть они, например, идут до определенной точки, такие: "Дальше мы не пойдем по другому пути". Хотя, например, я помню, Fall Out Boy, у них, господи, извините, я тот самый человек, который либо про музыку древнюю, которую все уже написали, либо про рок-группы. Вот, короче. У Fall Out Boy тоже был такой период застоя. Когда они потом вышли с тем самым моим любимым альбомом, на который они написали на каждый трек, там у них по клипу еще был. Мгм. Тоже А, мой самый любимый альбом. Потрясающе. Я не знаю, это просто я еще тогда рассталась с парнем, слушаешь такая, едешь, у тебя в голове вот это Я когда все. услышала этот альбом, я вообще просто до дыр Он его вот заслушала. Феникс Везде. восстал из пепла вообще. Он очень Да. классный. Но оно это вроде как и те же Подожди, а самые. они в тот момент, получается, расстались как группа? Да, они взяли перерыв, А. а потом они пересобрались заново. Получилось вот это. Подожди, а Вот вроде у "Металлики" тот же самый период был. Или я у путаю с другой группой? "Металлики". Или мне кажется, это нормальный период для любой группы. Господи, самый Столкнуться с такой тупиком. период, для группы, это, знаешь, это когда фронтмен уходит. О, это вообще. Там, кстати, нам надо будет с О, тобой такие про случаи фанатов. есть? Ну, господи, Нет? ты что? Давай, подожди, давай я запишу это, мы в отдельную тему это сделаем. Вот, что ты можешь сейчас сказать про музыку, которую ты слушала? Повлияла ли она на тебя, как ты думаешь, сейчас? А, да, повлияло сильно. Мотивационные песни до сих пор люблю слушать. Вот если там слова, строчки отражают меня, то, как я вижу этот мир, и то, как я хочу на него смотреть, какие-нибудь мотивационные вещи, то они сразу идут в плейлист, однозначно. На мой вкус как это повлияло? Я поняла, что я люблю более ритмичную музыку. Я люблю, чтобы она была эмоциональной. Не обязательно она должна быть идеально спета и записана, но она должна нести некоторый посыл, либо просто эмоционально спета. Но я не приверженец того, что надо драть глотку, как говорится, и не заниматься профессионально. Все-таки, если музыкант начинает на этом зарабатывать деньги, пусть, пожалуйста, побережет свое горло и начнет профессионально ходить на вокал. Все-таки это инструмент, голос, им надо правильно пользоваться, чтобы, ну, было лучше здоровье. Люблю, когда очень красиво поют. Это вот сразу, мне кажется,
Большинство людей на планете это замечают, что, о, голос потрясающий, и человек умеет этим голосом работать. Это, мне кажется, никого никогда равнодушным не оставит. Минуса — это, конечно, песни, которые сейчас пишутся. Не всегда они интересны. Приходится или мне просто на самом деле кажется, что они неинтересны. Много всего сейчас есть. Благодаря интернету еще больше, чем раньше у нас доступ. Выбрать есть из чего, и приходится просто копать, 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 чтобы найти свое родное и добавить в личный плейлист и слушать просто с удовольствием. Поэтому, возможно, и кажется, что что-то я уже слышала, что-то мне неинтересно. А так музыка на каждом пункте, безусловно, влияет на все. И до сих пор я всегда с наушниками, не только потому, что большой город. В целом, утром просыпаюсь, у меня обычно настроения нет. Включаю радио или включаю любимые треки, у меня оно сразу появляется. У меня есть силы начать этот новый день и действительно быть счастливой. Заметила на работе, что когда я выполняю долго монотонную работу, либо просто я устала эмоционально или физически, мне надо хотя бы просто сесть, слушаю какую-нибудь песню из своего плейлиста, у меня сразу появляется энергия. Я сразу переключаюсь. Мне хотя бы даже просто радио послушать с какой-нибудь песней, мне гораздо легче становится, чем когда целый день я в тишине или просто разговариваю с другими людьми. То есть музыка до сих пор мне помогает эмоционально переключиться, и это один из самых быстрых способов для меня. Ну и, безусловно, вечером. Раньше я слушала музыку перед тем, как уснуть, но сейчас я поняла, что это скорее не помогает уснуть. Потому что сидишь до часа, до 2 часов ночи, продолжаешь и продолжаешь слушать музыку, там уже все втянулось и невозможно прерваться. Так что музыку перед, сном, конечно, надо исключить, желательно из своего рациона повседневного. Как она повлияла на тебя как на личность, на то, что ты сейчас ищешь? Господи, боже мой. Это Это тяжелая очень тема, я тебя понимаю. это не то, что тяжелая тема. Что тебе первым высказать? Во-первых, так как я любила рок-группы, и вот это романтичное состояние в рок-группах, то, что ты личность, ты расти над собой. У меня музыка была такая, то есть рок, он разный бывает. Есть рок и про одно, и про другое, и про третье. У меня был рок про становление личности. Мир вокруг нас, он такой-сякой. То есть познавала мир я через вот этих вот людей. Себя познавала и через музыку познавала. Потому что я такой человек, что мне, пожалуйста, побольше информации ото всех, чтобы еще много было и еще больше, чтобы я в ней утонула полностью просто. И поэтому мне музыка нравилась в этом плане, что разные люди рассказывали свои истории. Единственное, я очень люблю в музыке, чтобы там была какая-то история. Человек рассказывает, как он грустит, да, то есть он описывает свои чувства, например, насколько ему плохо. Я такая: расскажи мне, насколько тебе плохо. И еще я люблю баллады. Русские романсы мне тоже нравятся. Там практически нет припева, там вот есть вот эта история, она начинается от начала до конца, и вот эти красивые стихи красивым голосом поются, и ты просто забываешься в этом во всем. Какая-то магия. Ну, для меня это магия. Я сейчас до сих пор люблю такие. Но дело в том, что чем больше ты слушаешь, тем больше ты знаешь, и тем больше ты хочешь чего-то услышать в других песнях, и меньше того, что тебе нравится. Минус твоего опыта в том, что сложнее найти то, что ты уже слушал. То есть нужно прям углубляться и идти на дно айсберга. Мгм. Вот. И поэтому я думаю, что в этом плане человек со временем, он либо такой: ну, останусь там, где есть, буду копать глубже. Есть люди, которые: поплывем дальше, посмотрим, что есть в других странах, например. Это с одной В стороны других странах, в других рассматриваешь. жанрах, да? Начинаешь искать Да. что-то за пределами. Или, Мгм. или ищешь подход к этому другой. То есть раньше думаешь: как-то криво он поет, а потом такой: как ломается его голос, когда он поет. Это же он с надрывом. Это ж так То есть оригинально, это да-да-да-да. необычно, То есть ты нечисто. же можешь
Ты можешь на это Мгм. посмотреть по-другому, если уж совсем припечет. Естественно, есть музыка, которая меня раздражает, она мне не нравится, и я не могу ее слушать. Очень много популярной музыки, которая меня раздражает с первых вообще моментов. Но это только Мгм. мое мнение. Хорошо, что в наше время можно от этого отградиться. И если бы не ты, я бы не знала, кто такая Ариана Гранде. Просто Даже просто так? я бы Карди Би, я вообще от тебя узнала, кто эти люди вообще, кто, что, я вообще не А как знала. же Меган? И то уже Это Меган, кто? все вчерашний день. Я вообще, я не знаю, кто это, кто это. Настолько я вообще в дебрях. Причем при этом у меня каждый год новые альбомы в плейлисте. То есть сейчас этот самый интернет предоставит тебе столько всего, что ты можешь просто не пересечься с другими людьми. Вот вы живете в одном Да, да. городе, на одной улице, и вы любите другую, абсолютно разную музыку. Даже если я тебе скажу рэп, ты скажешь одно, я скажу тебе вообще другое. И плюсы, и Но в минусы. итоге все сойдутся на Эминеме. Ну, Но не это факт, но классика. не факт. Кстати, да, его очень много часто Это это. Я классика, такая: да, для определенного поколения людей, да, да. "Разговор закольцевался". А куда без То, на этого? Ну, чем, музыка, она такая. то, на чем мы выросли. То, на чем мы Да, выросли. да, да. Мне очень, очень нравится такая музыка, но у меня была подружка, и она такая: "Ты слушала его текст?" Да, ты вообще знаешь, о чем он поет? Ужасно вообще, ужасно. Рэп — это ужасно вообще. Вот панк-рок — это вообще тема. Вот там-то точно знают, о чем петь. Какие темы Ну, трогать. кстати, там там трогают вообще все. Ну, там Песнях да, там там да. это же маркетинговые уловки. Типа рэп, попса, там ля-ля-ля. Единственное, что в Искусственное попсовой противостояние, чтобы повысить, собственно, популярность и одного, и второго. ну, это нацелено на, наверное, на подростков, потому что, Да. я помню вот это ощущение сопричастности к тому, чтобы слушать одну музыку. Но я не помню, Мгм. чтобы я прям сильно не любила. Вот, Звучит кстати, что мне звучит нравится, в тебе, ты продолжаешь, следить за тем, что выпускают, артисты, которые тебе нравятся. И вот даже сейчас я больше слежу за новинками, а кто сейчас, да, выстрелит, в одной или в другой стране. Мне вот это всегда интересно. Новые люди, новые личности. И почему они вдруг стали популярны, чем они отличаются от того, что раньше было. Мне вот это нравится отслеживать. Вот с тобой мне в том числе нравится общаться, то, что ты, подкидываешь: "А вот эти, например, в этом году тоже выпустили альбом". И то есть я продолжаю еще, следить за тем, что старички, можно так сказать, мастодонты делают в своей сфере. И они тоже изменяются под время, они тоже классные вещи делают. Просто я обычно за ними не очень слежу, они из поля зрения моего это ускользают. А ты мне так я в подкидываешь: этом "Смотри, вот эти сейчас выстрелят". И мне нравится вот этот баланс. Я думаю, что дело в том, что я очень консервативный человек в некоторых вещах, и я ищу музыку, чтобы она мне нравилась долго, и музыкантов, которые будут делать эту музыку. Я ищу людей, у которых есть какие-то истории, которые они хотят рассказать. Прям Другие настоящих музыкантов ищешь, я тебе хочу сказать, которые прям живут этим. Я думаю, что это из-за того, что я выросла на романтической музыке. То есть там были такие, знаешь, Ну и мы сами писали создадим песни. мир будущего. Ну или хотя бы участвовали. Вообще, на Мгм. самом деле, у меня было предубеждение о том, что ты сам написал, сам исполни. Но когда я стала старше, я такая, если у него хорошие артистические данные, и он может хорошо передать другую песню, и ты такой в душе замираешь, слушая, да, Да. то почему нет? Если это прекрасное произведение, и человек может подать его, да. Но мы же любим актеров каких-то, да. Они не сами все пишут себе пьесы и все такое. Но мы же тоже считаем, что это искусство. Но когда ты в подростковом возрасте, естественно, все черно-белое. Ну, для меня было все черно-белое. Такой, Для меня было либо серым и это однозначным. да-да-да, если это твой любимый артист, ты любишь все его альбомы. Типа О, такого. даже И так? у меня было Не, у вот меня такого внутри не тоже было. противоречие, знаешь, вот это противоречие, что ты любишь все его альбомы, с одной стороны, а с другой стороны ты такой: "Мне не нравятся эти его песни, но так и быть, я скажу, что они любимы, потому что, ну, я же не могу по-другому".
А, Закроем глаза, здесь он немножечко оплошал. Потом я стала старше и такая: прослушаю альбом несколько раз и выберу песни, которые мне нравятся, и остальные выкину из своего плейлиста, потому что они мне не нравятся, зачем мне их слушать? Я основывалась на том, что чтобы слушать музыку эту много, то есть, может быть, еще из-за этого мне не нравится попсовая музыка, потому что она быстро надоедает, некоторая, не вся. То есть классные попсовые песни, у Мадонны есть несколько классных треков в начале ее карьеры, которые все знают. И они мне очень нравятся до сих пор, я могу их переслушать, и мне будет приятно их послушать, и я повеселюсь, может быть, погрущу, зависит от песни. Музыка Но такая. сейчас попсовые треки, они в основном какие-то закольцованные, я бы сказала. Как будто А бы вот специально сделаны для того, чтобы ты на репит поставил и заново прослушал эту песню. Я Но и думаю, это, что слушать. возможно, именно большинству и не нравится. Кажется, что очень простая музыка сейчас это, и Она всегда была, как, тебе сказать, она всегда стремилась к простоте, конечно. продавать легче. Во-первых, ты Продавать, да. ушел, идешь, серфишь по интернету, и в "ТикТоке" тебе попадается песня. И ты такой: "О, классная песня". Мгм. Все. Что тебе еще надо для маркетинга, для продвижения? Это тоже играет свою роль. И в старых песнях это играло свою роль. То есть древние вот эти романсы и всё они все равно были в тренде. Просто сейчас время идет быстрее, все идет быстрее. Но вообще я считаю, что чем больше разнообразия, тем лучше. И также я думаю, что эволюция музыкального прослушивания на самом деле идет у человека. То есть ты, когда слушаешь музыку, ты такой: она классная. Потом лет через 5 ты прослушал, и ты такой не думаешь, что она уже такая классная, потому что у тебя большой опыт наслушанности, насмотренности, начитанности, всего чего угодно. Мне кажется, это совсем работает. И И ты поэтому уже некоторые треки не воспринимаешь. запоминаются, да, несмотря на то, что ты приятно провел время, пока их слушал. Ну, вот у меня так, я заметила, когда я новые альбомы слушаю, я понимаю, что здорово, вот в моменте мне нравится. Если бы это вживую еще я сходила на концерт, ну, там ладно, опустим, это другие эмоции все-таки на несколько дней и месяцев. А после того, как я прослушала альбом, если на второй, на третий день я иногда могу даже не вспомнить некоторые треки, потому что для меня они покажутся какими-то уже похожими на что-то. Смажутся, возможно, из-за событий, то, что сейчас мы очень много информации каждый день берем из интернета и от других людей, то, получается, эмоционально что-то перебивает иногда. Из-за того, что интернет обширный, и вот эти информационные пузыри и хороши, и плохи этим. С одной стороны, это твоя безопасность, а с другой стороны, это твоя беззащитность перед другим миром. Ты такой Да, немножко особенно когда вы посмо заго сталкиваетесь кардинально разные. Да. Ну, что тебе сказать по этому поводу? Я думаю вот о чем, о том, что телевидение, оно же тоже играло роль, и на нас это влияло больше, наверное, даже. То есть сейчас популярность музыки влияет и на маркетинговые решения. Тогда маркетинг был другим. Тогда было актуально еще радио было актуально, телевидение было актуально. И вот то, что там крутилось, то, что там шло, и то, что тебе давали твои одноклассники. Мгм. Вся нелицензионная продукция, которая продавалась. И в интернете, что Здесь только-только начинало появляться доступного. да, да, это все влияло очень сильно. Ну что, как тебе та музыка, которую я тебе давала слушать? Что ты извлекла для себя, кроме матерных слов и песен Нойза? Что я извлекла для себя? Но композиционно они явно отличались от того, что я слышала. Они были более не на надрыве, но что-то вот не идеально вылизанное. И в этом была интересность. По смыслу, честно, Да, я не вспомню, что тогда было. Смысла я обычно не запоминаю. В текст, да, я смотрю, но я никогда не зацикливаюсь на тексте. Мне нравится именно звучание. То есть звучание голоса, ритмов и всего-всего-всего-всего остального. Так что я даже и не подожди, помню, что там было по а как тексту. ты слушаешь рэп? Именно ритмический рисунок слова.
И эмоционально, как Подожди, он вверх и вниз играет голосом. Вот это для меня важно. То есть звучание слога и звучание именно вот ритма. Поэтому даже если это на русском, вот чем мне сейчас, например, в том числе нравится русский рэп, до этого самое главное было в нем смысл, да? Сейчас это самое главное акценты. Они специально искажают свой голос, чтобы было непонятны слова. Вот именно искажение звучания. И мне это нравится, это прикольная фишка. Русский язык я слушаю, но я не понимаю, что это русский, и мне от этого нравится. Потому что музыка для меня именно более фоновый режим имеет. Поэтому для повседневности эта музыка подходит. Но если я хочу расслабиться, погрузиться, эмоционально что-то пережить, я, безусловно, выбираю более тяжелую и интересную музыку, где гораздо больше инструментов музыкальных. И мне очень нравится, когда делают настолько тонкую настройку, что включаешь наушники, и ты чувствуешь вот эту вот объемность. Вот там я погружаюсь. А для повседневности попсовые обычные треки самое то. И тот же рэпчик, который сейчас популярен за счет этого, за счет своей простоты. Смысловая слушай, нагрузка у песен, она сейчас очень редко встречается именно вот в широком смысле. мне кажется, сейчас наоборот стало популярно обратно. Хотя мы с Не, тобой она в есть, разных частях безусловно, интернетах. у артистов есть, а у У нас так местечковых всегда артистов она было. есть. Какой местечковый? Какой местечковый? Не говорит, что так слушай местечковые. Да даже в кей-попе сейчас стало вот это популярно. Раньше, мне кажется, в старых треках у них была вот эта Больше тема сладости. про любовь, там вот это все. Иногда было про несправедливость в жизни, про несправедливость общества, а сейчас Но прям... смотри, это потому что изначально они же на поп, на хип-хоп ориентировались, а там сложных текстов не было. А Подожди, сейчас, подожди, подожди. Смотря какой хип-хоп ты имеешь в виду. ну, даже корейские, Были? ну, из тех, что я видел. Нет, я имею в виду, тебе Именно из собирались. первых поколений. Возможно, нет, в первых поколениях там были и жизненные тексты. Ну, были, да. Возможно, R&B было популярно. Вот. Когда я училась в школе, популярен был 50 Cent. Ну, это да. Вот Вообще это я доктор точно Дре. помню. Вот он классный, как бы. Ну да. Не все мне у него нравилось, как звучит и так далее. Вообще музыка не в моем вкусе. Но как я могу проигнорировать то, что я такая слушала, думаю, прикольно. Мне кажется, моднее Ну, я про было. то же, что, там тексты, да, они были, но все равно они более упрощенные. Не было именно желания, человека заставить задуматься о чем то. Он сам мог задуматься, если эта его тема волнует, конечно же, но в целом, чтобы он прям засел, подумал, разобрал, что там текст, что да, жизнь вообще-то вот такая вот или да, может быть, вот так вот. Нет, такого нету. Оно может быть, но это не в каждом треке. И даже многие рэперы и перешли в хип-хоп или около того в свое время, потому что они поняли, легче заработать на том, что проще. Людям надо подвигаться, людям надо отдохнуть. Они не всегда хотят думать о проблемах. Они это и так знают, они это обсуждают на кухнях еще, либо где-нибудь на той же работе. И поэтому им надо что-то полегче. Мне кажется, Когда ты поэтому просто... рэп пришел сейчас в широком плане именно к этому, к простоте своей. И биты Это просто очень любая простые, там у всех категория. новых школ, они 1, 2, 3 и все. Но всегда У есть старых, у артисты, старых тоже такое было. которые с отличным с отличным слогом, с отличной рифмой и с очень серьезным текстом. Всегда они есть. И это хорошо, конечно. Ну вот когда я Просто, была в ну, не на подростковом каждый день, периоде, скажем так. М. что, ну, на каждый день, конечно. Ну, Да, когда да, я была для особых подростком, я слушала, случаев. конечно, вот это вот все, я слушала вот это вот все. Но ты это слушала, Господи, скорее всего, от, радио? А нет, на радио нет. тогда такого не крутили. Это сейчас у нас есть, Да радио нет, крутили, хип-хоп, рэп, крутили. металл. Нет, сейчас это более прилизанно. Ты чё? Ты Ну, сейчас чё? да, Ты сейчас во вообще... всем мире, в принципе, идет к тому, Наоборот, чтобы были, наоборот, правила. был больше альтернативы. Мгм, Как мгм. нет, ну, по крайней мере, в моем детстве СМИ было просто вообще оторви да выбрось. Некоторые Да вообще даже MTV вспомни без того времени. Это вообще был угар. без берегов. Просто телевидение нулевых, вообще СМИ нулевых — это вообще другая тема. Я
Как-нибудь обсудим. Да, мне кажется, все об этом говорили, что это было просто вообще. Поэтому я помню, у нас по телеку Но это могло было играть смело, это было спокойно. здорово. И, кстати, за это я благодарна на самом-то деле. То, что мы с тобой в детстве, Да, в было подростковом все больше это выбора. пережили, и мы сейчас намного проще относимся ко всяким таким темам. Нет, просто ты это все у тебя было это все, и ты мог из Мгм. этого выбирать. Вот когда у тебя Да, есть да, выбор, да. ты выбираешь, и ты понимаешь, почему это выбираешь. Но не со всеми это работает, опять же. Есть люди, которые, лет до 20 такие невосприимчивые вообще ко всему. И правила им не писаны, и все такое. Потому музыка их не изменит. Хотя, с другой стороны, может и изменить. Музыка может изменить, а может не изменить. Пошли философские разговоры. Ну, добавлю, что наверняка есть очень много тысяч, а может и даже миллионов людей, которые музыкой вообще не интересуются и спокойно без нее живут. Мы, конечно, таких немножко не понимаем, скорее всего, но принимаем. Да нет, у меня много знакомых, которые Которые, ну, слушают песни. совсем-совсем не слушают. Как сказать, они все равно слушают, просто они не акцентируют на это внимание и не следят за этим. Ну, это как Им фоново и не идет и они все. они никогда, то есть они не как охотники за сокровищами. И такой: "Новый альбом такой-то группы, у них 5000 подписчиков, ноунеймы какие-то". Ты такой: "Да нет, они же классные, вот скоро будет время, они как взорвут всех, вы все узнаете вообще, что они прямо всех покорят". Это Нет, ну, интересный спорт. Особенно вот вообще. как раз в корейском кей-попе. Мне кажется, это альтернативный такой спорт. Кто из них выиграет, станет популярным. Ой, ну, знаешь, там бизнес такой, А вот бизнес. в России Э, так не угадать, к сожалению или к счастью, кто станет звездочкой, а кто не по тому пути пойдет. Ты прям это, знаешь, такой рэп: "Волк, волк волку волк, кто станет звездой, а кто пойдет не по тому пути". Ну, ты же говоришь философские вопросы. Мы тут с тобой наговорили всего этого. Да, все-таки на нас музыка повлияла очень и очень сильно во всех отношениях. Нет, то, что я слушала раньше, я слушаю до сих пор, и к этому прирастает что-то новое. Мгм. На самом деле концовка звучит как-то не очень. Звучит, знаешь, как будто бы написал презентацию, и ты такой: "Учитель сказал сделать, значит, заключение". Ну, подводя итоги всего вышесказанного, мы ничего нового Каждый сказать вам не останется при можем. своем мнении, да. Мы Да-да-да. ничего нового Мы, сказать не можем. сказать мы вам нового ничего не можем. Как говорится, все А расскажите, объективно. как на вас повлияло? Как на вас повлияла музыка из вашего Кстати, а чё те родители слушали? Подожди, хороший вопрос, хороший вопрос. Ну, всякие Слушай, аббы, всякие там что Модерн Толкин, да? Как они там называются? Господи, у меня брат младший обожал это. Я все их песни наизусть знаю. Хотя мне не нравились вообще. Но я знаю, если они заиграют, я такая: "Я знаю, кто это поет". Мгм. Ну, конечно же, группа "Кино", куда без этого. До "Кино" Наутилус Помпилиус, да? Кто же у нас еще был? Как звали знаменитого актера, который еще играл на гитаре и пел песни? Вот мне стыдоба. Высоцкий? Да. Вылетело из головы просто его великая фамилия. Ну, вот что-то такое. Я не знаю Естественно, такое. "Руки вверх" и все, что дальше пошло. Вся попса, на самом-то деле. У меня М. у меня я, кстати, брала свои диски, давала слушать родителям. Вышла, значит, у "Тараканов" новая песня. "Тараканы" — это группа. Альбом вышел. Я такая: "Мама, слушай". И включала какую-нибудь песню. Я, кстати, даже включала "Красную плесень". Ну, Ого. чтобы, значит, проверить родителей на как сказать, широту восприятия, насколько далеко я могу зайти. Ну, я подумала так: если мои родители знают, что я делаю, что я слушаю, они не прикопаются к моей жизни. И так и было. Я просто с ними делилась чем-то, а чем-то не делилась, потому что мне нужно было свое пространство. И просто я пришла к выводу, что нужно иногда что-то давать им посмотреть, послушать, что я люблю. У меня вся стена была завешена. В противовес того, что я девочка, у меня, короче, был огромнющий плакат Slipknot. Значит, тут было, значит, Линкин Крутяк. Парк. Линкин Парк там был, значит, красивенько висел. Но Green здорово, что они Day все равно там принимали были. это. Кстати, да, вот это вот.
До какого года у тебя плакаты висели на стене? Ну, пока обои не приклеили. Давно Ого. долго висели, они года 3, наверное, я их меняла. У меня никогда обои не висели, ну, плакаты вот эти, никогда. Мне Были родители только сказали, игровые, из игровых журналов, но из музыкальных не было. да, у меня нет, у Да, меня и были мне так у всегда меня был нравилось, когда супер-мега показывали. постер. У меня был супер-мега постер Slipknot, первого формата висел. Вау, Они вау, ты были крутая была. По-моему, я тебе скидывала, как они выглядели. Да, я помню, я помню. Крутая. А дальше что у меня еще висело? У меня висела всякая фигня по Наклеечки с типу ними. наклейки у меня все было. Я в какой-то момент, я сама такая тебе: "Так, мне нужно пережить подростковые приколы с этим совсем". Значит, был этот Tokyo отель, как правильно называется, я до сих пор не помню. В общем, у меня с ними было тоже много чего. Еще у меня была, господи, Гвен Стефани. Я Ну, вообще она её люблю, потому что крутая. очень крутая. Еще были эти я любила финские группы всякие, вот эти вот там, "Расмус", там вот это "Апокалиптика", все вот финское, немецкие рок-группы, вот это вот все я любила прям, из, Северной Европы. И у меня вот с ними они очень мрачные, знаешь, у них там были глаза подведенные, у всех были, значит, черные Да, волосы тогда время длинные. эмо было и готики. Даже это было модно. Господи. Но звук-то потрясающий был. Я до сих пор их Звук, слушаю. безусловно. И клипы до сих пор классные. Вот прям визуалка- это здорово. Ладно, давай, А где ты брала закончим все на этом. эти плакаты? Мы покупали, короче. У нас были, значит, эти самые Это старые журналы какие-то журналы. специальные? Продавали журналы, вот эти стаки, за 8 рублей, короче. Ничего Типа, себе деньги были! короче, нет, обычно журнал стоил рублей 30-40, как-то так. Ага. Но мы покупали старые журналы, которые у них остались там 3 месяца назад, не продали, да, 4 месяца Мгм, назад мы мгм. искали, что нам надо с подружками. Потом 3 штуки делим между собой, кто кого к себе заберет. Здорово. Сразу Вот. распределяли, кому какой плакат достанется, да? Кто чё Мгм. хочет. Такой: "Это мое. Это вот мне нравится вот это, пожалуйста, вот моя территория. Вот у меня Bring Me the Horizon висит с красивыми татуировками там с одной стороны". У меня еще, кстати, были длинные плакаты на двери. То есть во всю длину двери, короче, был длиннющий плакат. Ты открываешь, там, значит, красивый такой привет татуировками по всему телу. Значит, с причесоном. Они все были с У. причесонами, Вау-вау-вау! да-да-да-да-да. Вот. К сожалению, проблема в том, что мне очень нравились женские вокалистки, но с ними не было нормальных фотографий нигде. Как это не было? Почему-то вот мне не попадались. Видимо, их кто-то быстрее меня раскупал. Такой Evanescence была, и все. А Гвен Была Стефани Эва. у тебя говорила, ты был плакат? А у меня она была маленькая, 4 формата. У меня были плакаты А3, А2, А1. Ну, всё равно нормальная. Вот. Короче, закругляемся. Это был наш первый выпуск. Надеюсь, что он Да! был интересный.